Друзья, сегодня закончился наш класс в Гурзуфе, 5-й день, и мы работали на веранде дома Коровина. И оттуда прекрасный вид на Чеховскую бухту сверху, который Коровин, писал не раз. И это, конечно, большая честь писать с этого же места. Моя задача писать по-новому, свежо, объяснить студентам, в чем суть, какая задача, как разделить на теплохолодность то, что мы видим, как последовательно один за другим сравнивать тональные отношения. И налицо результат. Я сегодня попросил девушек поделиться впечатлениями о классе. И с удовольствием даю вам обратную связь, то, о чем они думают, об их открытиях, о трудностях, если они были. Послушайте. Я приехала с Омска с подругой. Давно хотели попасть на ваш мастер-класс. И, конечно же, не пожалели. Когда человек что-то изучает, неважно что, то очень важна суть. На первом месте стоит суть. Понимаешь суть, понимаешь все. И вообще надо понимать суть во всем, в природе вещей. А чтобы объяснить эту суть, надо быть истинным философом. Вот Вячеслав абсолютно способен это все объяснить. Он сам это все понимает. И легко и просто, как простота — это синоним гениальности, это все доносит. И еще хотела сказать, что он очень легкий человек. У него есть... с ним легко и свободно находиться рядом. Не чувствуешь себя учеником, чувствуешь себя другом, он все время это повторяет. Вот. И у него есть способность, у него хорошее чутье, он знает, сколько раз надо подойти, как надо объяснить. Ненавязчиво, легко. В общем, так все незатейливо и свободно и весело. Спасибо. Я приехала не так далеко, из Севастополя. Я очень ждала этого пленэра. Нашла я его в Ютубе. И сразу решила, что я поеду месяца, наверное, за 2 еще. Прям ждала. Потому что учиться это всегда... Иногда едешь за одной фразой или за одним каким-то одним навыком. И вот действительно я приехала за... То, что я взяла, это тональные отношения. Они по-другому для меня сейчас высветились. Беру тональные... Ну и смелость, конечно. Смелость, которую очень не хватало мне. Я не профессиональный художник. И вот так вот смело, как Слава это делает, это дорого стоит. И хочу сказать, приезжайте, учитесь. К Славе обязательно приезжайте, потому что он хвалит. Меня все время хвалил. И это очень вдохновляет продолжать работу. Спасибо огромное, Вячеслав. Да, я еще приеду. Выстроить тональные отношения очень сложно, но возможно. И только практически, наверное, это можно сделать. Когда смотришь, как работает художник, который видит эти отношения, все кажется настолько легко, настолько все понятно и просто. Но это обманчивая простота. Развить это видение можно только постоянно упражняясь. Поэтому я советую работать и работать не на красоту пейзажа, не на то, чтобы он выглядел, очаровал всех. А пусть это будут небольшие работки, маленькие совсем, но именно на тональные отношения. Почему маленькие? Потому что вы обречены заниматься конструкцией больших пятен. Больших, не маленьких. А раз больших, у тебя нет возможности в маленьком размере какие-то там детали ковырять. Ты вынужден обобщать. Суть-то в том, чтобы развить видение тональных отношений больших пятен, из которых состоит композиция. А потом уже там их наводить марафеты, нюансы. Но чтобы они работали. Короче говоря, это труд. И труд серьезный. Поэтому приезжайте на мои классы, смотрите видеоуроки в онлайн-школе. Там все это есть. Я из Симферополя. Очень давно хотела научиться мыслить
пятнами, разбираться в построении композиции. Хочу сказать, что многодневный курс дает определенный толчок мыслить лучше пятнами, разбираться в этих пятнах, в этом тоне, разбирать композицию. Помогает то, что очень много дней, помогает, что это пленер. Я стала лучше мыслить. Мне очень понравилось. Я считаю, что такие интенсивы, они как раз и дают развитие мысли, развитие, как правильно применять потом в композиции определенные построения пятен, игру этих пятен. Мне будет легче в дальнейшем работать. Спасибо вам большое, очень интересно и полезно. Меня зовут Анна Масловская, я из города Комсомольск-на-Амуре, это Дальний Восток, Хабаровский край. Какие изменения произошли? Стало лучше видеть тон и деликатнее пользоваться белилами. Цвет смотреть, как относится один к другому, и постепенно добавлять нужные оттенки. Были трудности или все в порядке? Ну, трудности всегда есть. И вроде ты что-то понимаешь, а потом раз, уже и опять что-то новое хочется уже узнать. И вот такой постепенный вот рост, как ступенчатый. Были открытия, что на солнце может быть освещение холодным. То есть для меня казалось, что если солнце, то нужно какие-то вот такие охристые добавлять оттенки. А в отношениях все может быть совсем по-другому. И то, что казалось теплым, может быть холодным. Знаний прибавилось, опыта прибавилось. Очень помогло то, что каждый день работаешь, делаешь несколько вариантов, несколько набросков. Это очень прокачивает. Плюс коллектив такой же трудящийся. И много открытий произошло. Открытие вообще для меня открытие сама живопись, потому что я только начала писать. Я занималась до этого, но можно сказать, что так, больше сама. И то представление, которое у меня было до мастер-класса о живописи, какое оно сейчас, и в процессе, и вообще, и в общем, и в частностях, оно совершенно поменялось. Я бы сказала, что оно перевернулось на 360 градусов. Скажи, в чем суть? Другое видение, другое ощущение и совершенно другое восприятие. Конечно, как говорю, нейрончики хрустят, и мозг ломается в каком-то моменте, и где-то из-за этого бывает сложно переключиться, потому что я себя ловила на том, что привычно хочется писать формы, хочется писать детали, и так, как привычно воспринимать. Но чтобы в живописи это работало, именно мышление пятнами, необходимо переключаться. И вот это вот переключение, оно в какой-то момент, оно требует какого-то усилия, какого-то напряжения именно переключиться. Но когда переключается, и вот даже один мазок, это такое счастье, когда вот берешь кисточкой, просто там намешал, и вот оно получается. И вот ради этого стоит вот это вот все, что проходилось, какие-то этапы. Они маленькие такие напряжения, да, но оно было. И в этом есть свое удовольствие, именно вот процесс, когда действительно проделана какая-то работа, и есть результат, который мне нравится даже не сама картина, а результат — это вот тот процесс и сама работа. И это действительно, именно сама работа — это большое удовольствие. Не то, что там написалось, это уже там 10-е, а вот именно вот умение какое-то новое появилось. Видение новое, новый взгляд и новые амбиции, новые устремления. И вообще это мастер-класс, эти дни прошли как такие прекрасные приключения, я бы сказала. Очень с большим удовольствием провела и время, и очень благодарна, Вячеслав, вам за ваши знания, то, что вы делитесь, и то, что вы снимаете, в роликах даете. Прям огромная благодарность. Спасибо вам большое.
46-й урок «Чеховка в Гурзуфе». Довольно-таки серый день, солнца нет, рассеянный свет, но очень четко прорисовываются сдержанные тональности гор, неба, стены белой, вот этой беленой мазанки, зеленый забор, двери, зелень, кипарис, дорога. Все это спокойно, сдержанно, и нужно написать именно это состояние. Задача не из легких, но тем интереснее. Пусть все наши работы будут разными, пусть в них будут отражаться разные состояния природы. Тогда наша живопись будет многогранной, широкой, яркой. Я подробнейшим образом показываю, как ведется работа, что происходит на палитре, какой мотив. И очень надеюсь, что этот анализ, этот урок поможет вам разобраться со спокойным, рассеянным состоянием, когда солнце скрыто за облаками, когда рассеянный свет. 46-й урок.